создаем новые события, которые могут помочь человеку справиться с тем или иным заболеванием. Сегодня я постараюсь максимально ответить на ваши вопросы. Начну я с презентации нового препарата. Вот он здесь передо мной, называется Kaolin сорбент жидкий, Kaolin сорбент редкий с вкусом малины. Найти его несложно на моем сайте. Очень длительное время мы испытывали данный препарат, и на сегодняшний день по нему уже есть написанная научная монография. Я, к сожалению, не могу дать всю информацию о монографии, потому что она должна быть исключительно эксклюзивной, но какие-то наброски, которые связаны с этой монографией, я готов ее прочитать. В данном случае на сегодняшний день данный препарат, который называется сорбент Kaolin жидкий, испытан в определенных клиничных закладах. Какого города я тоже, к сожалению, сказать не могу, но прочитаю выводы, которые на сегодняшний день мне удалось получить от комплексного исследования данного препарата. Читаю вам. В данное время на кафедре городской больницы, дальше пропускаю, мы широко используем Kaolin жидкий сорбент компании «Тибетская формула». С успехом используется в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, что обусловлено протектативным и адсорбирующим действием данного препарата. Kaolin жидкий сорбент является стабилизатором слизистого барьера, образует поливалентные связи с гликопротеидами слизи и увеличивает ее продолжительность жизни, создавая барьер, который защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта от отрицательного действия микроорганизмов, их токсинов и других раздражителей. Цель настоящего сообщения — обобщить накопленный нами опыт по использованию Kaolin жидкого сорбента в комплексной терапии некоторых заболеваний кишечника. Анализ наших двухлетних наблюдений показывает, что в течение заболеваний кишечника препарат может быть использован в трех направлениях. Первое — у больных, перенесших инфекционные колиты, имеющих склонность к неустойчивому стулу с преобладанием поноса при воспалительном заболевании кишечника, неспецифическом язвенном колите и толстокишечниковой формы болезни Крона, БК. В период нестойкой ремиссии при антибактериокоассоциированной диарее и псевдомембранозном колите в составе комплексной терапии. Известно, что у больных, перенесших инфекционные колиты, длительное время отмечаются изменения в составе нормальной кишечной микрофлоры, оказывающие подавляющее действие на многие патогены. В связи с этим у пациента уменьшается устойчивость к любым патогенам, нередко попадающим в организм с недоброкачественной пищей. Kaolin жидкий сорбент обладает защитными свойствами и предохраняющий слизистую оболочку от отрицательного воздействия патогенных микроорганизмов, может являться препаратом выбора в данной ситуации. Наши наблюдения показали, что уже на первой неделе лечения по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды приходит нормализация стула, уменьшение метеоризма и улучшение психоэмоционального состояния больных. Тем не менее, длительность курса должна определяться индивидуально и варьировать от 3 до 5-6 недель для закрепления полученного результата. Наши наблюдения подтверждаются данными двойного плацебо-контролируемого исследования, согласно которому после 4 недель приема Kaolin жидкого сорбента улучшение состояния, проявляющегося в нормализации стула, исчезновение болевого синдрома и метеоризма, сохраняется и достигает своего максимума к концу 2-го месяца от начала приема препарата. Учитывая изложенные выше особенности фармакологического действия деоктаэдрического Kaolin и отсутствие его влияния в терапевтических дозах на моторику кишечника, нами были предприняты попытки включения Kaolin жидкого сорбента в комплекс мероприятий по поддержанию ремиссии при НЯК, это неспецифический язвенный колит, толстокишечной форме БК. Kaolin жидкий сорбент применялся наряду с поддерживающими дозами препаратов 5-аминосалициловой кислоты при проявлении первых признаков диареи, которые не всегда свидетельствовали о начинающемся обострении. Это давало возможность дифференцировать по результатам первого курса приема Kaolin жидкого сорбента
происхождения диареи. Группу наблюдающих составили больные неспецифическим язвенным колитом. У всех пациентов диагноз был верифицирован. Данные клинического эндоскопического морфологического исследования. Каолин, жидкий сорбент начинали по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 10 дней. В качестве базисных использовали препараты аминосалициловой кислоте в дозе 2 грамма в сутки в стадии ремиссии заболеваний, 4 грамма в сутки в стадии обострения. Состояние больных во время курса лечения оценивалось с помощью клинического, уровень индекса клинической активности САИ и эндоскопического методов. После проведения лечения у 12 больных отмечалась ярко выраженная положительная динамика клинического эндоскопических индексов. В 8 случаях дозы базисных препаратов были увеличены до 4 граммов в сутки с последующим снижением для достижения ремиссии заболевания. Следует отметить, что применение каолина жидкого сорбента у таких больных позволило достичь ремиссии быстрее, чем во время предшествующих обострений. В течение всего курса приема каолина побочных эффектов не наблюдалось. Использование каолина жидкого сорбента в комплексной терапии показано на рисунке. Ну, рисунок я не покажу. Также нейтрализовать и токсины энтероколи и колидифицил, что позволяет использовать его в качестве заболеваний, связанных с инфекцией энтероколи. Основная причина этих заболеваний является инфекция колидифицил, развивающаяся на фоне антибактериотерапии, сопутствующей ее изменениями микрофлоры. В отличие от диареи, сопровождается неспецифическими язвенными изменениями в слизистой оболочке прямой и толстой кишки с образованием псевдомембран. И в нашей сессии применений наблюдений использовалось бактериологическое исследование, а также данные рентгенологического исследования риидоскопия оказалась малоинформативными и так далее. Одним словом, очень большие исследования. Здесь говорится вот о чем. Здесь говорится при воспалительных заболеваниях кишечника, при неспецифическом язвенном колите и толстокишечной форме болезни Крона, а также ассоциированной диарее и псевдомембранозном колите, использование данного препарата показало свои состояния. Каким образом они использовали? 1 чайная ложка 3 раза в день на протяжении от 2 до 10 недель применения. Очень хорошие показатели и есть выводы, они тоже очень большие, эти выводы. Каолин жидкий сорбент применяли в жидкой форме 1 чайная ложка, растворенного в 10 мг воды, это при диарее. При рецидивах диареи или сохранении неустойчивого стула с наклонностью поносом курс лечения повторяли. Основным клиническим критерием эффективности проводимого лечения служила динамика выраженного основных клинических появлений ПМК-АЭД. Так резко выраженная диарея, частота стула более 10 раз в сутках соответствовала 4 баллам, а умеренная от 5 до 10 раз в сутки 3 баллам, а слабая до 5 раз 2 баллам. Отсутствие диареи оценивалось 1 баллом. И следует отметить значительное уменьшение клинической симптоматики уже 3-го дня лечения. Так выраженность диареи до начала лечения соответствовала 3,14 балла, на 3-й день 2,3, на 7-й и 10-й уже от 1,6 до 1 балла соответственно. Уменьшение болевого синдрома от 2,5 балла, соответственно, и метеоризма до 1 балла тоже отвечало отмеченной закономерности. Полученные данные статистики достоверны. Результаты наблюдения представлены в таблице. Таким образом, анализ проведенного наблюдения показывает целесообразным включение каолина жидкого сорбента в комплексную терапию заболеваний кишечника, свидетельствует об эффективности и безопасности его применения. Рекомендуется больным, перенесшим инфекционные колиты, имеющих склонность к неустойчивому стулу, при воспалительных заболеваниях кишечника, ВЗК, неспецифическом язвенном колите, НЯК, толстокишечной форме болезни Крона и в период нестойкой ремиссии при антибиотик-ассоциированной диарее и псевдомембранозном колите в составе комплексной терапии. Видите? То есть можно сказать, что данный препарат является мощнейшим препаратом, который может препятствовать появлению диареи. Еще раз хочу сказать,
данный препарат можно приобрести прямо на нашем сайте, который называется tfduiko.com. Его ссылку можно найти. Вот здесь она написана. Также вы можете купить данный препарат, написав или позвонив по любому из этих номеров телефона, указанных в данном видео, а также ссылку на приобретение данного препарата, который называется Kaolin жидкий сорбент, можно, я напишу в описании к видео, а также в виде сообщения. Ну,